Привет, друзья! Стихия не щадит никого. С каждым днем она становится все беспощаднее. Города исчезают, вода поглощает целые районы, штормы и ураганы не утихают. И все это лишь один день из жизни нашей планеты. Ну а мы начинаем и сразу переносимся в США. Некоторые районы Нью-Йорка столкнулись с сильным наводнением. Интенсивные дожди, вызванные прохождением атмосферного фронта, привели к быстрому подъему уровня воды на улицах и нарушению нормальной жизнедеятельности города. Особенно сильно пострадал район Бушуик в Бруклине, где уровень воды на некоторых улицах достигал критических отметок. Ситуация привела к частичному транспортному коллапсу. Были нарушены маршруты движения общественного транспорта, некоторые станции метро оказались под угрозой затопления, несмотря на то, что городские службы оперативно работали над предотвращением серьезных сбоев в работе подземки. Метеослужбы отмечают, что причиной такого быстрого наводнения стало сочетание сильных осадков за короткий промежуток времени и особенностей городской инфраструктуры. Ливневые системы не смогли справиться с внезапным и обильным потоком воды. Власти Нью-Йорка призвали жителей к осторожности, рекомендовали избегать поездок на автомобилях по затопленным улицам и, по возможности, оставаться дома. В среду ослабевший до 3-й категории ураган Мелисса обрушился на юго-восток Кубы. Стихийное бедствие принесло с собой порывы ветра до 193 км в час и проливные дожди, которые вызвали масштабные наводнения и оползни в восточных провинциях страны. Наиболее пострадавшими стали провинции Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. Несколько рек вышли из берегов, затопив инфраструктуру, дороги и жилые дома. Волны в прибрежных районах достигали высоты от 4 до 6 метров. Сообщается о многочисленных разрушенных крышах и затопленных домах. Из-за схода оползней пришлось провести экстренную эвакуацию населения из опасных районов. Власти Кубы, предвидя удар стихии, заранее провели масштабную эвакуацию населения из низменных районов. В общей сложности из потенциально опасных зон было эвакуировано более 735 тысяч человек. В качестве меры предосторожности также было отключено электроснабжение. Сразу после прохождения урагана экстренные службы приступили к восстановлению подачи электричества и ликвидации последствий стихийного бедствия. Ущерб от урагана Мелисса на Кубе оценивается как значительный, но благодаря своевременным мерам по эвакуации удалось избежать большого числа жертв среди населения. Массивная лавина, сошедшая с горы Аннапурна-1, накрыла базовый лагерь с туристами, расположенный на высоте около 4100 метров в округе Мьягди. В считанные секунды гигантское белое облако снежной пыли настигло лагерь. Палатки исчезли, видимость упала до нуля. Хотя лавина не привела к жертвам, были развернуты масштабные спасательные операции из-за продолжающихся сильных снегопадов в регионе. Силы безопасности Непала эвакуировали более 2000 туристов в районе Мананг. В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Регион оказался под влиянием активного циклона Лотар, который принес с собой сильные дожди и шквалистый ветер. По данным регионального управления МЧС и Гидрометцентра, на побережье Балтийского моря порывы ветра достигают штормовых значений. Скорость ветра может составлять 20-25 метров в секунду и более. Циклон Лотар принес не только ветер, но и интенсивные ливни. В некоторых районах области уже зафиксированы подтопления улиц и дорог, а сильный ветер привел к частичным отключениям электроэнергии и падению деревьев. Оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности для устранения возможных последствий непогоды и оказания помощи населению. Штормовая погода, как ожидается, сохранится до конца дня 31 октября.
Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Астрономы и специалисты по космической погоде фиксируют повышенную активность на обратной стороне Солнца. Недавно там произошел очередной очень мощный выброс корональной массы. Специалисты предупреждают, что источник этой активности, крупная группа солнечных пятен, в ближайшие дни выйдет на видимую сторону солнечного диска. Это произойдет уже в начале ноября. Как только активная область окажется на видимой стороне, это позволит с высокой точностью оценить шансы на новые, потенциально опасные для Земли выбросы и предсказать возможное воздействие на магнитное поле планеты. Жители Ленинградской области в районах, расположенных рядом с Приозерском и на побережье Ладожского озера, в эти дни наблюдали полярное сияние. Как отмечают специалисты, наблюдение полярного сияния на широте Санкт-Петербурга возможно во время магнитных бурь. Прошлой ночью уровень геомагнитной активности был повышенным, что и позволило увидеть это явление. По данным лаборатории солнечной астрономии, причиной сияния стала серия недавних солнечных вспышек и выбросов корональной массы, достигших Земли. Аргентинская провинция Корриентес столкнулась с чрезвычайной ситуацией из-за недавних сильных и продолжительных дождей. Стихия привела к критическому разливу рек и каналов, вынудив десятки семей экстренно покинуть свои дома. Особенно сильно пострадал город Сан-Луис-дель-Пальмар, который оказался практически полностью затоплен. Обильные осадки, местами превышающие 100 мм за короткий промежуток времени, привели к выходу из берегов местного водотока Риачуэло. Ситуация осложняется тем, что многие дома были построены в непосредственной близости от русла реки, не учитывая риски наводнений. Власти провинции и муниципалитета объявили чрезвычайное положение. Были оперативно развернуты центры эвакуации. Сильные дожди также привели к повреждению дорог и линий электропередач, оставив некоторые районы без света и транспортного сообщения. Сельские районы также оказались изолированы паводковыми водами. К сегодняшнему дню уровень воды в Риачуэло начал постепенно снижаться, но ситуация остается сложной. В Забайкалье жителям пришлось снимать рысь, которая залезла на столб. Дикую кошку на вершину опоры ЛЭП загнала стая собак. Жители поселка Магайтуй пригнали к месту происшествия автовышку и вызвали специалистов со снотворным. В это же время рысь начала спускаться, однако снотворное все же подействовало, и животное свалилось на заранее подготовленную подстилку. После падения рысь была осмотрена специалистами, животное не получило травм и сейчас находится под наблюдением ветеринаров. Как только ее состояние стабилизируется, дикую кошку отпустят обратно в естественную среду обитания, подальше от поселка и собак. Вечером 29 октября в южной части мексиканского штата Веракрус сформировался торнадо, который прошел через несколько сельских общин в муниципалитете Тьерра-Бланка. Согласно сообщениям местных СМИ, торнадо причинил значительный ущерб в общинах Сан-Николас и Ла-Бараунда. В этих районах были повреждены как минимум 2 жилых дома, оборваны линии электропередачи и повалены деревья. Также сообщается о гибели одной коровы. По данным Национальной комиссии по водным ресурсам Мексики, торнадо был связан с развитием мощных кучево-дождевых облаков и высокой атмосферной нестабильностью в регионе. Эти условия способствовали образованию сильных воздушных вихрей. Местные власти продолжают оценку ущерба, всем пострадавшим семьям предоставлена помощь. Индийский город Варангал в штате Телангана оказался в зоне масштабного стихийного бедствия после прохождения тропического циклона Манта. Циклон принес с собой экстремальное количество осадков, которое за короткий срок вызвало разлив местных рек и озер. Улицы Варангала и прилегающих населенных пунктов превратились в бурные потоки. Уровень воды в некоторых районах достигал нескольких метров. Сообщения из региона указывают на серьезное разрушение инфраструктуры, повреждение жилых домов и транспортный коллапс.
власти штата Телангана объявили чрезвычайное положение, направив экстренные службы в пострадавшие районы. Начата массовая эвакуация населения из низменных и наиболее пострадавших зон. Хотя полная оценка ущерба пока не завершена, уже сейчас понятно, что наводнение нанесло огромный удар по региону. Метеорологи предупреждают о сохранении риска новых осадков в ближайшие дни, что может усугубить и без того тяжелую ситуацию. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места без крайней необходимости. Редчайшую пиренейскую рысь со светлой шерстью впервые сняли на видео в Испании. Зверя с лаицизмом, генетическим отклонением, при котором шерсть теряет пигмент, но глаза сохраняют естественный цвет, заметили в горах провинции Хаен. Обычно у представителей ее вида рыжевато-коричневый мех с темными пятнами. Подчеркивается, что снежный окрас не влияет на поведение кошки, она нормально питается, и у нее уже было несколько пометов. Сантьяго-де-лос-Кабальерос, второй по величине города в Доминиканской республике, столкнулся с сильным наводнением из-за обильных осадков, вызванных остатками урагана Мелисса. За 30 октября в провинции Сантьяго вылилось до 150 мм дождя. Это втрое больше месячной нормы. Система городской канализации не справилась с экстремальным объемом воды, что привело к быстрому затоплению улиц и проникновению воды в жилые дома и коммерческие помещения. В отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра. Сообщения из региона указывают на значительный ущерб инфраструктуре и транспортный коллапс. Местные власти объявили чрезвычайное положение, направив пострадавшие районы спасателей и экстренные службы. От стихии пострадало более 150 домов, затоплено 20 километров дорог, более 500 человек эвакуированы. Власти призывают жителей к осторожности и готовности покинуть опасные зоны. Метеорологические службы предупреждают о сохранении риска новых осадков в ближайшие дни, так как остатки урагана Мелисса продолжают оказывать свое влияние на регион. Центральный вьетнамский город Дананг, крупный туристический и портовый центр, оказался во власти масштабного наводнения. Сильные дожди, не прекращавшиеся в течение 30 октября и ночи на 31 октября, привели к критическому подъему уровня воды в реках и городской черте. Причиной экстремальных осадков стало влияние муссонов и тропической активности в регионе. В некоторых районах уровень осадков за сутки превысил 300 миллиметров. Система городской канализации не справилась с таким объемом воды, и улицы превратились в бурные потоки. Тысячи домов оказались затоплены, вода в некоторых районах поднялась на несколько метров, достигая вторых и даже третьих этажей. Жители вынуждены были искать спасения на крышах или верхних этажах зданий. В городе развернуты масштабные спасательные операции. Для эвакуации населения используются лодки и спецтехника. Местные власти призывают жителей к максимальной осторожности и готовности покинуть опасные зоны. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.